Всем привет! У нас сегодня с мужем семейный день. Спускаюсь, он меня уже ждет в машине. Тепло оделась. Свитерок из мохера и мое новое пальто. У нас на этой неделе такая приятная осень. Сейчас только 10:30 утра, но так солнечно. Здорово. Едем с мужем на авиашоу, да? Ну, открытие этого авиационного музея. Короче, едем на открытие авиационного музея. Вот, и там будет какое-то авиашоу, да? Мой муж такое очень любит. Просто выпросил, чтобы я пошла с ним, но у меня... Просто посмотрите, какая красивая осень, и Бонечка в свитерочке. Шикарно, как красиво. Осень, конечно, такая красивая пора. Мы вышли на прогулку, и я просто грущу, что не взяла с собой штатив. Поснимала бы себя немножко. Потому что я вообще не человек фотография. У меня почти нет фотографий, я все-таки такой видеоформат исключительно. И я никогда не люблю никого напрягать, чтобы там делали мне фотографии. Поэтому я всегда это делаю сама на кнопку. Но не взяла. Придется еще раз приехать. С удовольствием, потому что просто шикарно гулять. Бонечка с Сашей бегают в листьях, а я плетусь себе. А, боже, какая милая. Хвостик. Забрала новый чехольчик с Алиэкспресс. Такой красивый, понравился. Я очень часто меняю чехлы, потому что, к сожалению, я примерно 50 раз в день достаю телефон со штатива, и тут просто по углам все облазит. Вот мой самый любимый чехол вот такой. Я его покупаю уже, наверное, 4-й раз. Опять же, по этой причине, потому что... Ну, вот мой старый. Начинает облазить вот эта вот штучка, видите, он начинает разваливаться. Но если вы не пользуетесь штативом 50 раз в день, это минимум, чтобы телефон поставить и снять, то у вас такой проблемы, конечно же, не будет. Вот, очень он красивый. Вот это старый, я его выбрасываю. И это новый. Есть красивые другие цвета, но мне нравится именно в таком коричневом цвете. Ну и это тоже новенький. Тоже классный. В общем, чехлы у меня прям расходник. Я не могу ходить без чехла, мне очень нравится, но у меня постоянно телефон на штативе, часто падает из-за съемок, поэтому я всегда в нем. Оставляю вам ссылочки. Вообще что-то как-то у меня была бессонная ночь. Я зашла на Алиэкспресс, боже, столько всего себе там заказывала. Так что нас ждут
в распаковке. Так, девочки, мы с вами в Синсэй перешли смотреть, что есть новенького для дома. Такая музыка громкая, надеюсь, что меня будет слышно. Здесь уже вся такая новогодняя история. Смотрите, какие прикольные вазы для одного цветочка, для веточки. Красивая, золотая. Цены в белорусских рублях. Мне, наверное, пока новогоднего еще не хочется. Хочется что-то осеннее, но вообще очень хочется наводить уют. И такая же, видите, серебристая. Хотя уже я думаю, что через месяц будем готовиться и к Новому году. Свечки. Тоже красиво. Как обычно, новогодние кружечки. Ой, вот такие вот красивые, смотрите, прям зимние. Потом можно что-то хранить, когда она сгорит. Кстати, очень приятный аромат. 15,99 всего лишь. И у этой тоже очень приятный аромат. Да, мне, наверное, даже больше понравилась синяя. Сразу 3 фитилька на столик поставить. Очень красиво. Ваза еще есть в такой под дерево. Тоже прикольно смотрится. Мне, наверное, даже больше нравится. Я уже устала от всего золотого. Ой, смотрите, какие красивые свечи. Просто. Знаете, оно прям пахнет так деревом. Аромат свечей. Вот такая мне очень нравится. И цвет коричневый красивый. Вау. 12 часов горения. И здесь тоже 3 фитилька. Прям такой аромат. Вот такую, наверное, я возьму. Потом вернусь за ней. Это неудобно показывать. Прикольная такая крышка. И вот такие тыквы. Тоже нужно здесь что-нибудь хранить. Очень красиво смотрится. Здорово. Тыква стоит 19,99. Я буду все прописывать в долларах, чтобы вам было удобнее. Смотрите, какие листочки. Тоже для декора красиво использовать. Ой, и здесь тоже, видите, такие вот лепесточки деревянные. И такой прям листик. Красиво. Наверное, все плюс-минус такую цену будет стоить. Кстати, прикольные такие, как будто гвоздички. Это тоже свеча, я ее почему-то пропустила, она одна осталась белая, тоже в форме желуди. Ой, вот и она также пахнет. Просто потрясающий аромат, реально хочется его съесть. Очень-очень приятный. Ну тут вот написано, да, чем она пахнет. Просто, я даже не знаю, как описать. Это какой-то такой вкусный десерт. Здорово. Вот, не знаю, теперь брать мне такую или желуди. Мне просто нравится, как она выглядит. Я люблю большие свечи. Только тут крышки где-то потрескались. Ну вот, желудь прям классно пахнет. Эти всякие новогодние пледы. Ну, они такие, знаете, некачественные, неприятные, но красивые расцветки. Даже смотрите, какой новогодний коврик. Кстати, еще такая же свеча есть с другим ароматом. Вот это прям пахнет хвоей. Ой, ну, хотя нет, не хвоей, а, знаете, таким освежителем воздуха. Не очень хорошим. Все-таки возьму ту. Мне нравится, что она коричневая. Чайнички тоже такие красивые. Вообще здорово. Вот такие всякие композиции. Рамки хорошие. Чайник красивый. Кстати, сколько стоит чайничек? Прям много всего сегодня. 32,99. 10 долларов где-то. Ой, смотрите, тоже какая классная свеча. В такой форме желуди. Сейчас посмотрим, как она по запаху. Очень-очень приятная. Вообще хочется съесть. Такая сладкая. Вот по запаху это мой фаворит однозначно сегодня. Очень приятно пахнет. Ну и цвет, в принципе, тоже такой нейтральный. Еще одна свеча. Ой, она... Я сразу подумала, что это стакан. Ну, то есть в форме такой термокружки. Ну, аромат такой. Стоит она 12,99. Еще смотрите, какие свечки маленькие. Такие как тыковки, да? Тоже
прикольно, но они не пахнут. Сенца. Я думаю, что мне можно взять. Ну, это, знаете, так я для декора, конечно, использовать просто, чтобы оно, не знаю, свечка на него поставить, когда готовишь, такое уже. Наволочки тоже новогодние, кстати, красивые, разные. Но для меня слишком это ярко. Ой, еще вот такие пледы, смотрите, тоже. Ну, может быть, для декора. Вот эти, кстати, посимпатичнее, 59,99. Смотрите, какая красота. Маленькие такие десертные ложечки. 13,99. Смотрите, какие они с тыковкой. Вот такое я возьму. Я такое все люблю. Боже. Тыковка и листочки. Очень красивые. Еще есть такие же в серебре. Но они уже с грибочками. И они чуть дешевле. Вот такое я беру точно. Уже насчет свечи сомневаюсь. Думаю, может, мне не надо. Очень много пледов в этот раз. Такой же, как у меня. Помните, я вам показывала? Нет, его нету, но очень красивый вот этот вот цвет. И вот такой вот светло-серый, тоже очень классный. Мне, кстати, нравятся эти пледики. Бончика на нем спит очень приятно. И просто на кровати, когда он лежит, я кладу около ног. Когда, знаете, бывает, сидишь, так ножки укрыть приятно. Еще вот такое что-то какое-то необычное. Очень-очень, кстати, мягкий. Доброе раннее утро. Я сегодня в своей шубке. У меня, конечно, такой аутфит на спорт. Сегодня решила надеть эту шубку из Алины, потому что в 7 утра еще прохладно. Такая большая, конечно, я в ней 5 градусов. Утром решила, что супер. Так, я уже иду домой с тренировки. Прошел час, посветлело, а то хотела снять вам что-нибудь, пока иду в зал, но была темнота. Очень мне понравилась эта шубка, так мне тепло и уютно. Сейчас быстренько иду домой, и у нас сегодня с Олей запланированный день подружек. Я вам рассказывала, что я 2 года назад покупала сертификат на 6 процедур в Космика, там, по уходу за волосами. Такая, если честно, полная ерунда, больше для кожи головы. То есть прикольно, приятно помочь себе голову, можно сказать так. И сертификат был бессрочным, но резко оказалось, что теперь он срочный, то есть имеет срок. И до конца октября мне нужно выходить мои оставшиеся процедуры. А у меня как раз осталось 2 или 3. Чтобы они не сгорели, мы решили с Олей сходить сегодня. Поэтому потом у нас, конечно же, где-нибудь обед вкусненький, что-нибудь походим, посмотрим, как обычно. В общем, такой день подружек. И у нас в начале октября тоже был такой день, как раз-таки тоже, потому что сертификат нужно было выходить. И в воскресенье мы вместе работаем у нас в Close, поэтому у нас на этой неделе день подружек сразу 2 раза. У нас такое очень редко бывает. Особенно, чтобы так часто. Но это, как всегда, приятный день. Поэтому я быстренько сейчас прихожу домой. К счастью, голову мыть не нужно, потому что мне это сделают. Поэтому переоденусь, приму душ и буду выбегать. Эта шубка вообще мне так нравится. Она такая мягкая и уютная. Я просто на спортивный костюм ее накинула. Там у меня внизу леггинсы, мятые штаны. Но я, знаете, я решила у себя в голове просто проигнорировать этот момент, что они мятые, потому что я утром бы не успела их погладить. Сегодня вам вещаю только с лифта. Переоделась, сейчас застегну сумку, положу камеру. Пальтишко на мне, платье из Зарины. Все, жду такси. Покажу тебя. Прическа, конечно. Шикарная. Чуть-чуть падает. Такой вкусный чай. Он тоже вкусный красный. Чтобы поместиться вдвоем с нашими волосами. Да, вообще. Прям вообще красиво.
Приветики. Приветики. Ой, можно с этой стороны? Зато не видно тогда тебя. Еще раз приветики. Приветики. Мы с нашим днем подружек. Я уже все рассказала девочкам. Как обычно, волосы. Да, он такие красивые волосы. Сейчас идем по нашей стабильной программе. Нюхать. Сначала, да, ты иди, у тебя такой шлейф Да, из волос. вкусно реально. Вообще, Приятно. запах Боже, это девочки, просто. у меня была такая мастер, Оля, просто. Она мне делала массаж все время. Да. Все время. Она не делала массаж массаж, только когда мы с тобой это- болтали. Так она мне мяла шею, спину. Я в шоке. Я в таком впечатлении, потому что я уже говорила, что ну, Не, мне вот когда чтобы мы... выходить, ну вот тебе да, а мне постоянно когда наносила, потому что не первый раз на этой процедуре. Просто. И мы тоже с ней обсуждали, что она говорит, что сама процедура это такое вторичное, а вот это вот... Да, так вот, мне тоже моя мастер говорит, что это единственная процедура, где можно купить все средства и делать дома. Да. А я думаю, ну какое дома? Там максимум Да. какую-нибудь маску Это сделаешь, такое и вот. все. Она говорит, А ну, вот массаж, вот это то, что тебе да, нанесут, это как спа там такое. уложит, да, Она говорит, это как очень круто, что приятно. вот у вас есть желание ходить на такую процедуру. Потому что, ну, это классно. Я такая, Слушай, ну, ну, вообще-то на да. самом деле, вообще-то да. Потому что, правда, так вот решиться пойти, Потому что это... особенно вот как Это такое для души. поколение старше, да, как наши Да, родители. да. Маме скажешь, например, Да, что говорит, там, сходи, а маме, конечно, ходит, но все равно это вот. да. А есть же и люди, которые, в принципе, младше, но у них хотя Да. просто нет желания. Ну, должен еще дождь пить. Так, сейчас мы идем в вафельную эту кофейню, кафе, потом в Золотое Яблоко, потом по магазину пройтись, потом в кофейню есть дубайские моти. Что это будет, никто не знает, Но нам мы покажем. почему бы и не да. Да. Это мы буквально с Олей в понедельник или когда во вторник обсуждали, что я посмотрела, сколько градусов в Дубае, 37. Я говорю, боже, у меня температура тела меньше, чем там градусов. И мы решили начинать с малого. Да, пойдем. Есть что-то дубайское. Есть золотой моти. Золотой, дубайский. Ну и там золотой. Отлично. Все правильно. Так, давайте начнем с Ольного, чтобы вы не подумали, что я совсем уже дурочка. Значит, у Оли здесь, рассказывай, Оля. Картофель, ой, у тебя не картофельный. Картофельный. Картофельный, да. И здесь у нее курица. Что там у тебя, Овощи бекон? какие-то. Да, какие-то Не, бекона овощи. нет. Нету, да? Да, руккола, помидор, огурец, салат и какой-то соус. Мгм. А у меня? Оля и Настя. У меня просто картофельный, потому что я больше ничего не люблю. Вот, я понимаю, что это будет что-то похоже на драник. Мне еще предложили сметану, я согласилась, потому что подумала, что должна Это быть, моя да. порция, Настя, порция. Нет, такая по порции нормально все. У тебя человеческая еда. Мне тут это нагрузили. У тебя все вкусное и хорошее. А ты У меня какой-то там малиновый чай, а у Оли черника и смородина, базилик. смородина и базилик. Смородина, я уже забыла. А у тебя малина мята. Да, малиновый мята. Так что вот у нас такой завтрак-обед. Ну да, с пюре чай вкусный. Так, мы уже оказались в Золотом Яблоке. Слушаем Киллиан. Так, вы нас не видите, сейчас увидите. Так, это мы сейчас... Что это сейчас у нас было? Роллин лав. Rolling Love. Как вам? Девочки советовали нам. Блин, пока не очень. Нет. Хотя в колпачке мне нравится. Может, надо... Ну, надо вот поносить его. Да. Ну, вот мне очень нравится... Что? Good Girl. Да, надо А, экстрим. Да, вот я прям А хочу где его экстрим? купить, а экстрим... Надо понять, да. А вон. А, нет, подожди, это что? Не то, надо Наверное, мешать. там надо посмотреть. А что еще посмотри у нас в группе? У нас Нет, просто есть такая слушай, папка, ни куда мы одного. все сбрасываем. Rolling in Love Читать надо, да? и А, Woman in Woman Gold. А Woman in Gold? А вот, смотри, вот он. Так, нюхаем. Woman in Gold. Ой. Ну, пока что-то непонятно. Просто вот Киллиан, его нужно носить на теле. Так, Ну, какие-то на- такие, знаешь, ну, на как бы блотере. приятные, но какие-то никакие. Ну, нормальные. Нормальные, но нет. Вот Пустые мой фаворит какие-то. однозначно это Надо Good Girl. экстримные идти, блин. Пойдем там посмотрим. Вот это они. Наверное, нет. Да, мы просто, вот кто пользовался, скажите, нам надо вот Надо Good на Girl, себя пшикнуть, Good надо. Girl, которые обычные, и Extreme, чем они отличаются? Вот в Шик сейчас просто все
очень любит этот цвет. По-моему, вот этот и вот этот еще, да? 06 и 07. Да. Ой, Ну, 07 и он такой 08. же, как и Road. Вообще один в один, реально по цвету вот этот. Вот я не понимаю по консистенции, как он. Ну, насколько он Road будет более стойкий. плотный. Ну, в смысле, долго будет висеть. А намажь, пожалуйста, мне еще. Этот? Это, подожди, какой был? Вот Блин. этот ты мазала. А, ну давай. Это на мне сейчас на руке 08, а сейчас мы намажем 07. Да, О. такой более Ой, он так красноватый. растекается. Я не люблю такое. Ну, это, Мне блин, уже а у вас видно были течёт. такие блески? У меня был. Он, У меня да, не было. Вот, так, кстати, точно, я вспомнила. У меня такой блеск был. Он хороший, но он очень легкий, да. То есть он такой вот прям Растекается, текучий, да, я такое не люблю. То есть Мне это нужно не долго как флика, блестел. не плотный. Но вообще шик, конечно, обожаю. Красивый тень. Вау. А Класс. сделай сводч. Обожаю кремовый. Не, вот тень у них очень красивая. Ой, Такой он прям. чуть нужно. Кстати, в баночке красивее. Тут такой более Ну, холодный. все равно, видишь, он так вот Да. переливается, прям играет Они так красиво. классно растягиваются вообще. Смотри, вообще прям Здорово. расшивать можно. Классно, надо посмотреть. Карандаши, конечно же, прекрасные, вы знаете. Вот Оля, кстати, любит больше Флоренс, да? Да. А я... Ну вот просто Флоренс на мне реально, это мы с Олей обсуждали, что это смешно. Сказала, да? Да, ну на мне понятно? нормально, да. А вот мне больше нравится Гарда, потому что Флоренс на мне... Это обычный. Какой-то фиолетовый. Да, вообще. Это у нас такой был в адвент-календаре. В Адвенте у нас был Smashbox. Make Up Forever, и у меня А, есть Make еще Up такой Forever. Никс тоже. Мгм. Вот они плюс-минус все одинакового цвета, но он такой красивый. Да, просто Оля, она хотя бы красит глаза, а я не крашу. Вот из тональников очень мне нравится. Вот этот покупала 2 раза. Подожди, Этот а мне это тот, тоже очень который у нас был в нравится. банке? Да, Это он и есть, да? да. Офигенно, кстати, у меня Очень вот так давно классный. не было. Я покупала 2 или 3 раза. Да, вот этот мне я тоже один очень раз только нравится. покупала, но он вообще И вот этот хочу попробовать со SPF. Этот один в один Herborian. Да, Вообще, очень похож на вообще Herborian. новый Но именно. да, он такой же по плотности. Он вообще, Мгм. они реально... он даже производится в Корее. Мне кажется, что А, это ну, одно и то же. может быть. Маски в золотом яблоке – это база. Какие они гидрогелевые, я забыла. Я вообще По-моему, вот это. Power Nap. Да, Мгм. надо взять. У меня еще есть, конечно. Тебе надо взять. На. Кто пробовал желтый Лореаль? Расскажите. Что мой любимый, вы знаете? А я вижу у всех маски вот эти. Маски. Именно А вот желтые? это что? Именно желтые, да. Надо брать. Да, вот такой вот шампунь сейчас нет. А что он дает? Он увлажняющий, Я да? уже забыла. Repair написано. М, Я уже забыла. Я его так давно хотела, его так долго не Типа было. для восстановления, да? Очищает поврежденных. Ну да, для поврежденных не пересушивает. А это что такое? А, Крем для волос. Интересно. Ну, что-то новое? Реализация воздействия металла. О боже. Что бы это значило? Это для поддержания результата любого профессионального окрашивания с применением оксидов. Типа если на... Ну, понятно. Слушай, всякие такие линейки необычные, но видишь, она сильно дороже. Да. Маска молекулярное восстановление. Это, я так понимаю, тоже, наверное, такая как несмываемая, да? Ну, наверное, Молекулярная. да. Которую Такой от НАК термозащита. Этот? От НАК. офигенно. От НАК. А этот, ну, А. боже, его хватает на 1000 лет. Нужна маленькая горошинка. Да, он такой липкий. Вот, мы увидели новинку. Не знаю насчет новинки, но не было раньше. Нам понравился вот этот вкус, да? Это мисс для волос. Ну, вместо аромата. А тут интересно, какие-нибудь ухаживающие свойства есть у него или нет? Давай посмотрим. А, так он разглаживающий парфюмированный спрей. То есть он не просто пахнет, он еще и разглаживает. Ну, кстати, вот такие всякие штуки. Ну, сейчас, наверное, нет. Больше увлажняющие, нужны какие-то кондиционеры, потому что сейчас будем все электризоваться. Тоже какую-то новинку мы увидели. Что это такое, девочки? Прям целый стенд. Это чье? Кондиционер маленький. Изготовитель США. Размер заколки. Потому что для сравнения. Это же тоже очень актуальны все эти заколочки. Как из моего детства. И как-то Именно вот они которые Power. Они, Ну, у меня такие же твои, есть. Да. Но вот у меня... не держат. Так, мы пришли есть десерт. Куда? Марбл. Мы сразу пришли вообще в другое место. Перепутали. Это мы пришли есть дубайский этот мой. Сейчас покажем вам.
моти с дубайским шоколадом и наши конфетки. Конфетки, конечно, мы сейчас с тобой наедимся. У меня там какая-то лайм-корица, лимон-корица, а у Оли дурблю. Лайм, да. И чаек. Что, будем пробовать? Мне интересно очень. Ой, ну такая твердая эта шоколадочка, как будто слиток. О, ну мягкий. Ой, ты видишь, он такой блестящий? Ну, сам вот эта посыпка. Какая-то такая. Прикольно. Смертельный номер. Ой. Я пробую. Раз, два, три. Вкусно. Я до теста не долезла пока, но начинка очень вкусная. На моти вообще не похож. Сразу мне как-то никак. Такой крем вкусный, Потом прикольно. творожный. Ну, просто творожный. Угу. До начинку докопать. Ну, нормально. Сразу, когда берешь, я просто моти не очень люблю. А тут как-то, ну, сразу нет, а потом да. Тесто и то Мгм. сразу, да. Что такое моти? Это рисовое тесто, там что-то там с ним, да? Ну, прикольно. Вкусно. Угу. Вкусно. Реально. Попробовать стоит, да. Да. Вкусно. Вкусно? Да, реально. Абсолютно вкусно. У меня сразу Вообще. как будто бы корицу укусил, а потом вот этот лайм. Вкусно. Прикольно. Такая очень насыщенная. Мгм. Смотрите, какие я взяла макароны в магазине. Самые большие в моей жизни. Не знаю, как передать размер, но они очень большие. Я вообще люблю пасту, обязательно из твердых сортов. Я еще взяла для чая вот такой ананас замороженный. Я так понимаю, что он просто порезан на кружочки. Вы знаете, что я люблю чай, люблю добавлять обычно это просто какие-то апельсины, лимон, грейпфрут, ну, конечно, листовый чай. Пробовала с манго, вот сейчас взяла ананас, люблю просто замороженную малину, вишню, облепиху, в общем, все что угодно. Так, девочки, у меня здесь несколько покупок с Wildberries. Заказала, нужно поменять стекло в телефоне, потому что разбилось. Я постоянно покупаю вот это, мне оно очень нравится. Дальше. Для того, чтобы выжимать лимон, апельсин, заказала вот такой симпатичный сквизер. Не знаю, насколько он будет прочным, рабочим, но, надеюсь, нормально. Такой у него цвет симпатичный. Не выглядит хлюпким, но, надеюсь... Единственное, меня смущает вот здесь, знаете, что при давлении, чтобы тут ничего не соскочило. Заходила в Fix Price, как обычно. Салфетки эти влажные полотенца. Мне они очень нравятся, я пользуюсь ими уже очень много лет, покупаю именно в Фикс-прайсе. На Wildberries, кстати, я тоже их видела, но мне кажется, в Фикс-прайсе самая хорошая цена на них. 4 белорусских рубля за такую упаковку. Я ими делаю просто все. Они большого размера, то есть это не просто какая-то влажная тонкая салфетка, они довольно плотные и они большие. И реально по дому это прям палочка-выручалочка. Даже и пыль можно протереть, там, не знаю, какие-то столы, поверхности. Вот, например, тоже стол там после обеда я протираю такими влажными полотенцами. Ну, для Бонечки тоже часто нужно, знаете, около пеленочки там. Короче, покупаю сразу много. Ну, обычные салфетки бумажные, естественно, тоже. Такая красивая упаковка. Ну, я их перекладываю потом в салфетницу. Вот такие салфеточки я покупаю для туалетного столика. Использую только когда крашусь, кладу грязные кисточки, ну, от тона, знаете, там тоже столик протираю, все баночки там косметические от тонального крема сразу протираю. Короче, 1 штучка в день у меня уходит. И смотрите, что нашла. M&M's я очень люблю, соленый арахис вот этот. Тоже в Фикс-прайсе, только в такой пачке продается большой. Ну, как большой, 145 грамм. Смотрите, какие прикольные коробки. Они там были разных цветов, ну, вернее, принт такой, но там они были такие более коричневые. В общем, разные оттенки этого змеиного принта. Ну вот. Здесь нарисованы оттеночки, видите? Потемнее, вот такой посветлее, как у меня, и коричневый. Я решила взять такие 2 ящичка серых. Не знаю, как они выглядят. Посмотрим. Я думаю, что тоже удобно будет что-нибудь в них хранить. Какие-нибудь мелочи. Можно, в принципе, все что угодно. И какие-то элементы одежды, аксессуаров, и
Опять же, содержимое из сумки. Все что угодно можно хранить. Полотенца какие-то маленькие, например, кухонные. Вот так это выглядит. Не знаю, мне очень понравилось. Посмотрим. Ну, довольно глубокая, обычная такая стандартная коробка. Как будто такая, знаете, тоненькая клееночка, но а сам каркас, я так понимаю, это просто плотный картон. Да, 6 рублей одна коробочка, это меньше $2. Вот. Посмотрим, куда я ее приспособлю, потом покажу. Просто весь мой пакет из Экспресса поместился в эту коробку. Прежде чем мы пойдем дальше, я хочу вам показать свою гостиную, которой мы не пользуемся. Ну, вернее, мы тут ходим, понятное дело, туда-сюда, потому что там справа кухня, слева наша спальня. Она, видите, такая очень пустая. Я сейчас сняла постирать шторы и тюль. Когда висит текстиль, конечно, более уютно это все смотрится, но я решила, что срочно нужно с этим что-то сделать, потому что, ну, как-то совсем. Мне очень не нравится этот диван, я его просто ненавижу. Он, правда, такой, я еще подушки поменяла другой стороной, потому что они полностью вот в таком принте. Он как бы не то чтобы какой-то прям очень плохой, но он, ну, мне не нравится. Ну, как бы очевидно, да, что он не очень. И я подумала, может купить новый диван. Потом я подумала, блин, что потом с ним делать? Реально, этот диван гигантский, большой, куда это деть тоже непонятно, куда-то его вывозить, потому что арендодатели, вернее, живут за границей, и они его никуда не заберут, этот диван. Вот. Ну и потом свой куда-то возить мы точно не будем, а там в свое жилье, я думаю, что мне диван не понадобится, который я сюда купила бы. Ну плюс, естественно, нормальный диван тоже нормально бы стоил, и потом заниматься вот этой вот продажей я точно не хочу. Поэтому решила с диваном ничего не делать. Я хочу сюда постелить коврик, заказала на Wildberries, ну такой по хорошей цене, чтобы, знаете, потом я вообще о нем не парилась. Или оставила, или кому-то отдала, и столик. Вот сейчас повешу текстиль, потому что текстиля здесь тоже не было. Но как только мы въехали, я сразу же купила везде шторы тюль, потому что я очень люблю. Стол у нас стоял по-другому, я его так и поставлю. Это рабочий стол наш с мужем. И сюда телевизор. Сегодня я решила, что нужно как-то попробовать это облагородить. Посмотрим, что у нас получится. Кстати, в этом месте мы ставим елку, и обалденно смотрится. Я заказала ковер по хорошим отзывам, по классной цене. Посмотрим, что пришло. У меня муж, когда его принес в машину, ездили на Wildberries сегодня, я говорю, это ковер. Я думала, что он будет как-то скручен, так, видите, очень даже удобно. Самой можно было его донести. Он, кстати, не очень... Ну, одной рукой неудобно, конечно, брать его, но, в принципе, он не очень тяжелый. И столик. Столик тоже такой на картинке выбирала. Я хотела такой максимально низкий, но, к сожалению, на Wildberries немного вариантов. Но вот я выбрала из того, что мне понравилось больше всего. Так что сегодня соберем, и я вам покажу. В принципе, ковер уже можно разложить, чтобы он немножко... Ну, он 100% будет мятый, чтобы он уже полежал и стал ровным. Так что сейчас покажу. Блин, ковер такой блестящий на камере, но на самом деле нет. Сейчас я думаю, что он отлежится, и потом, когда я закончу, это будет посимпатичнее все выглядеть. По размеру, на самом деле, он мне очень понравился. Вот так вот лучше виден его цвет. Я видела в комментариях и в отзывах на Wildberries, что в течение дня он полностью распрямился у них. Посмотрим, что будет. Вот такой у него цвет, ну вот видно. Единственное, за что я переживаю, это за то, чтобы Бонечка сюда не ходила в туалет. Потому что она никогда не жила с коврами, а я видела у многих... тоже на КБ подписаны, у кого собачки маленькие, которые ходят на пеленку. Они думают, что это большая пеленка. Но в любом случае, даже если это несколько раз произойдет, мы ее наругаем, и она поймет, что нельзя, но это такой единственный фактор. Но вообще она очень любит полежать на чем-то, поэтому я думаю, что она здесь будет приятно себя чувствовать и отдыхать. Очень красивый цвет за его цену. Размер, кстати, прекрасный, 150 на 200. Я думала, что будет маленький, но вот он прям хорошо ложится. Вот сюда поставлю столик. Ну, короче, я вам все покажу, но пока это странно выглядит, согласна. В моей голове выглядело неплохо. Ну, и по цвету стен, ну, как бы так, видите, нормально сочетается. Кстати, тоже у меня постоянно спрашивают, что это на стенах. Это не обои, девочки. Это декоративная штукатурка. Признаюсь честно, мне как бы, вот мы здесь живем, меня вполне устраивает этот цвет стен, но дома я бы себе такое не сделала. Для меня это очень-очень ярко, ну, в плане того, что 2 цвета. Я человек, вы знаете, минималистичный, и, как бы это не мой вкус, но меня это не смущает, как бы здесь мне это вполне устраивает. Вот здесь, видите, стена уже другая. Но вообще по всей квартире вот такие стены, кроме вот этой вот одной стены. Она здесь, видите, такая как будто бы бетонная, но это тоже штукатурка. То есть здесь нигде нет обоев, потому что меня каждый раз спрашивают, что за обои. Это не обои. Так что да, по ковру я пока
довольна. Кстати, вот он уже полежал 2 минуты, уже получше стал. Так что покажу потом в течение дня. Сейчас я его обратно положу подальше, потому что здесь буду убираться. Так, девочки, вот что у меня получилось. Сейчас выключу музыку, но хочу посоветовать вам этот плейлист. Я выключила звук, чтобы YouTube меня не заблокировал. Очень красивая картинка. Просто ввожу Кози Music. И первый тут какой-то парижский. Видите, это красиво бабочки летают. И просто, знаете, такая приятная музыка, джаз, без слов. Просто, знаете, на фоне. Она такая очень успокаивающая. Я так очень люблю. Извиняюсь за бардак на кухне. И здесь тоже бардак. Это мусор, который нужно выбросить в столик. Там всякие коробки. Ну, коробка от столика. В общем, вот что у меня получилось. Мне очень нравится. Уже стемнело на улице. Боже, я пока эти шторы, тюли гладила, стирала, сушила. Все это потом утюгом. Полдня. Ну, вы знаете, как это происходит. Мыла окна тоже. В общем, подготавливаю дом к зиме уже. Вот. Понравился мне очень этот столик. Сейчас покажу поближе. По-моему, хорошо вписался ковер. Стало так очень уютно. Ну, в общем, мне сейчас нравится эта зона. Мне кажется, что я могла сделать с ней, я сделала. Вот. Диван менять, конечно, не буду, потому что, ну, это бред. Вот. Такой хороший столик. Я искала максимально низкий. Но он не очень низкий, такой стандартный. Оставлю ссылку на Wildberries. Вообще прекрасная у него цена. Естественно, тоже не хочется сильно тратиться, потому что потом с этим столом, ну что я буду делать? То есть, понятное дело, что этот столик не навсегда. Тут буквально, сколько мы тут проживем в этой квартире, ну, год. Но он все с ним в порядке, и выглядит он, по-моему, хорошо. Вот я тут уже все поставила, свечи. Вот коврик вообще суперский. Он, кстати, отлежался. Давайте я включу свет. Ну да, диван, конечно... Этот диван ничего не спасет, но в целом стало поуютнее, мне кажется. Вот, коврик отлежался, все хорошо. Мы его спрятали немножко под диван, чтобы он не ерзался. Какой красивый. Мне очень понравился. Хорошая цена у него. Вот он такой слегка якобы мраморный, но очень такая, знаете, как будто бы soft-touch поверхность, очень приятная. Вот я тут немножечко уже все поставила для красоты. Очень люблю эту свечу, она такая страшная внутри. Как только догорит, сразу куплю такую же. Это соленая карамель Zara Home. А это такая штучка, чтобы свечи тушить. Покупала на Wildberries еще, наверное, в прошлом году. Вообще очень много свечей, но я тут поставила так, которые сейчас хочу жечь. Тыковка, вы знаете, тоже приятно пахнет. Это покупала в Синсей 100 лет назад, но мне нравится, что здесь 3 фитилька. А здесь у меня... Просто такая красота лежит, надо еще... я поставила крем для рук. Масло для кутикулы. Ну, в общем, такое, знаете, вечером, когда сидишь, намазать не забыть. Здесь спрей для дома. Кстати, сейчас тоже хочу, когда буду в Zara Home, куплю соленую карамель, потому что он такой осенний, теплый, сладкий, вкусный. Но это вот такой, знаете, на каждый день. Это у меня сейчас Black Vanille. И еще мне очень нравится Gingerbread. Вот, кстати, тоже спрей, я вам рассказывала, но пока мне хочется соленую карамель. Так что, когда буду, куплю спички. Боже, вы меня тоже постоянно про них спрашиваете. Я их покупала на Wildberries, но сейчас их нет очень давно, вообще никаких спичек. Может быть, Wildberries запретили продавать такое, не знаю. Но я, в общем, оставила вот эту стеклянную колбочку и отдельно докупаю просто длинные спички. И наполняю уже этот сосуд вообще, но очень красивые спички в Zara Home. Тоже в стеклянной такой колбе, потом тоже можно любые просто покупать. Вот, единственное, что со временем, конечно, вот эта штучка, забыла, как она называется, но она уже приходит в негодность, но тоже можно купить на Озоне или на Wildberries такую специальную вот эту вот наклейку, и она будет жечь хорошо. Боже, я иногда так изъясняюсь, но всегда надеюсь, что вы меня понимаете. Знаете, просто обычно, когда включается камера, ты немножечко тупеешь. Но это база. Я к видео, к влогам, конечно же, не готовлюсь, поэтому что льется, то вы и слышите. Поставила крем для рук тоже от Rituals, чтобы был мой блокнотик с желаниями. Вот. Я вообще не очень люблю делиться своими желаниями, но знаю, что мой муж не будет читать, когда знает, что я не хотела бы этого, поэтому я никуда его, конечно, не прячу. Вот. Так что вот, пишите, как вам. Мне кажется, что гораздо лучше, чем было. И теперь можно тут отдыхать, можно за этим столиком. Столик такой довольно большой, и ужинать, в принципе, смотреть что-нибудь. Вот сегодня у нас как раз пятница, вечер.
Плейлист просто шикарный. Мне всегда так жаль, что я не могу вставлять музыку, которая мне нравится, да, потому что YouTube блокирует. Но оставлю вам прям ссылку на этот плейлист, чтобы вы точно его нашли, потому что так красиво, посмотрите, как летают эти бабочки. Просто это не то, чтобы смотреть, да, это просто вот ты проходишь мимо, чтобы не просто был телевизор, черный экран, а тихонько там музыка играла или все что угодно. Там, в общем, этих плейлистов на YouTube просто миллион. Если не знали, то пользуйтесь. Конечно, мне не очень нравится, что здесь стоит этот стол, он как бы, ну просто его некуда поставить, а он нам нужен, мы им пользуемся. И там внизу этот принтер, потому что ну, он иногда тоже нужен, Саше что-то печатать, да и мне тоже эту бумагу. Я что смогла, то отнесла куда-то, спрятала, но нету просто для нее места. Маленький уголочек спортивный. А мой коврик, кстати, не знаю, буду я носить с собой коврик или нет. Один раз я взяла, а второй раз забыла на этой неделе, не знаю, не очень удобно с собой выносить. Ну, в общем, Саша постоянно каждый день делает растяжку с его спиной, поэтому пользуется. Я тоже делаю вот роллер. Ну, короче, в этой корзинке все такое, знаете, когда я делаю домашние какие-то тренировки, то тоже пользуюсь здесь вот этот вот ролл. Там у меня гантельки по 2 килограмма. Ну, короче, такое. Резинки какие-то для тренировок. В этом уголочке стоит, оно мне не мешает. Уже у меня такой вид, конечно. Вот уже пятница, вечер, сейчас доделаю все свои... Какая лохматая. Рабочие моментики. Саша говорит: поехали в Макдональдс. Я такая думаю, кто я такая, чтобы отказывать? Пятница, вечер, конечно. Поэтому сейчас быстро все заканчиваю. И читмил. Почему-то в видео я постоянно показываю какую-то вредную еду. Ну, просто вот так получается. Конечно, это просто какие-то такие вот исключения, которые я показываю всегда вам. Больше, конечно, кстати, оценила коврик. Вот реально классно, там есть разные размеры. Вообще для Валберис просто обожаю. Спасибо, что ты есть. Я так не люблю куда-то ходить, а тут хоп, заказал, все. Сидим во дворе, не поехали в Макдональдс. Макдональдс едет к нам. Мы пока его ждем, вышли немножко подышать. Муж? Хотя ухо торчит. Хорошо слышать. Видите, это девчонка. Бонни гуляет по траве, уже в свитере и в жилетке. Им в телефонах просто подышать, потому что нет времени гулять, поэтому я делаю свою работу. Иди на улице. Просто прекрасно. Погода замечательная. Сколько сейчас время? 7? 7 вечера. 6:30. Хочется уже закончить и будем смотреть сериал. Мы смотрим сейчас «Триггер», вышел новый сезон, обожаем его. Как «Не сработало» называется, да? Не сработало. Очень рекомендую. По-моему, я вам уже советовала его. Мы просто до сих пор не можем его досмотреть. По одной серии смотрим. Очень классный. Он на реальных событиях. Тоже рекомендую. А еще хочу посмотреть. Сейчас вижу у всех в рекомендациях сериал «Трасса». По-моему, да? Да. Это российский. Российский сериал я не очень люблю, но вот опять же «Триггер» просто обалденный. Сейчас третий сезон, обожаю. И мужу моему очень нравится. И так хорошо, у нас закрытый двор. И ну, никто не может сюда попасть, кроме тех, кто здесь живет. Там уже, видите, так красиво светится домик. Не знаю, там какой-то, наверное, инвентарь хозяйственный хранится. Вообще тут много всего классного, особенно зимой. Тоже красиво так украшено все внутри. Я снова в шубке своей. Боже, у меня такой аутфит, девочки. Домашний, знаете. Ну, это шубка. Такая классная. Спортивный костюмчик на мне идёт. Кроссовки. С кроссовками такой прикол. Я их заказывала на Алиэкспресс года 3 назад из очень проверенного магазина, где фабричное качество. Я много раз вам его советовала. Уже не помню, как он называется. Все равно ссылку я не найду. Магазин напишу, как называется. Он, кстати, на Wildberries тоже представлен. У меня много обуви из их магазина. И такие кроссовки, я почему-то их в коробке новые поставила и не носила вот года 2 или, может быть, даже 3. И тут убиралась на балконе на этой неделе и нашла эти кроссовки. Они вообще просто новые. Короче, я их ни разу не надевала. Они такие большие, на толстой подошве. Ну, как бы вот сейчас как раз-таки, когда дала, и они по цвету хорошие. И, в общем, сейчас как-то вот я на спорт в них один раз ходила. Тоже с этой шубкой, потому что она по цвету такая же. И просто, знаете, спортивки. И все. Так что такая новинка. Забытая старая. Только на самовыгуле. На самовыгуле на поводке. Мы ее без поводка не отпускаем никогда. Только если какое-то проверенное место.
Она не то чтобы убегает, но мы просто так не практикуем. Что ты, Бонючка? Обрадовалась она ковру, уже валялась на нем. Пока ничего не шкодничала. Не. Али, что вредная собачка. Иди ко мне на ручки. Ой, ты моя хорошая девочка. Смотрите, какой у меня классный как его, господи, жилеточка. Просто класс. И свитерочек красивый, коричневый. Модница. Ну что, девочки, всем доброе утро. Я уже тут сижу на своем новом ковре, за своим новым столиком, прямо на полу, как я люблю. Будем с вами болтать. Так, если на самом деле рада, сегодня тоже так проснулась, вышла в гостиную, и так мне все понравилось. Почему я раньше так вот не обустроила? Потому что это совсем не накладно, не сложно, непонятно. Ну, в общем, с приходом осени мне очень захотелось наводить какой-то вот уют, как только похолодало. Тоже на этой неделе разобрала балкон, потому что там тоже что-то накопилось, какой-то бардак образовался. Вот здесь тоже обустроила, еще жду зеркало. Заказала большое зеркало. Я планирую его таскать по всей квартире. Оно такое большое во весь рост. У меня есть вот это зеркало в этом шкафу во весь рост большое. Но иногда не очень хороший свет, и мне не очень удобно, например, даже сюда что-то показывать. Ну и в другие социальные сети, кстати, пожалуйста, подписывайтесь, если вам интересно, например, в Инстаграм я каждый день. Все ссылочки на другие мои соцсети в инфобоксе внизу. Вот заказала такое большое зеркало на Озон. Пока не знаю, где оно будет стоять. Как я и говорила, я буду его таскать везде. Вот оно мне действительно нужно для съема. На Озоне нашла. Вроде бы сегодня должны прийти, но пока что там не приходит. Вообще я всегда стараюсь обуютить, где бы мы ни жили. Потому что я такой человек, у меня нет такого, да, что вот если мы там снимаем квартиру, то максимально ничего не покупать, потому что, ну, как бы зачем, мы же тут временно живем. У меня такого вообще нет. Я человек, который живет здесь и сейчас. И, конечно, я думаю о своем будущем, понятное дело, но я не хочу свое настоящее тоже как-то ограничивать. Ничего дорогого я не покупала, да, потому что я понимаю, что я с собой никуда это забирать не буду. То есть я это оставлю, если будет возможность, или там кому-то отдам. Ну, там, если какие-то уже там интересные вещи, и можно их продать, то если не лень этим заниматься, то тоже, конечно, это все можно сделать. Но, например, в эту квартиру мы тоже, как только заселились, я сразу купила в каждую комнату тюль, шторы, потому что для меня это уют. Естественно, там все покрывала, одеяло, подушки, это понятное дело. Там какие-то столики, какие-то мелочи, там гардеробную, там максимально, насколько я могла ее обустроить, да, чтобы ничего на заказ не делать. Но опять же, чтобы это было как-то так для меня удобно и затратам не очень, ну, потому что, конечно, не хочется не в своем жилье прям там делать что-то такое на заказ, изготавливать из классных материалов. Конечно же, нет. Вот. Но опять же, все очень доступно, и это все можно найти, поэтому для меня это совершенно не проблема. Но почему я вот казалось бы, я сюда только купила, вот сейчас. Это вот маленький столик и коврик. И мне вообще все по-другому. Мне теперь нравится здесь находиться, и мне не раздражает. Ну ладно, он мне до сих пор не нравится, конечно, этот диван, но как бы нормально. Поэтому, казалось бы, такие мелочи, но на состояние очень влияет. Это так же, как свежие цветы в доме. Это совершенно недорого. Конечно, может быть, кто любит там гигантские букеты, я тоже люблю. Но как бы я не получаю каждую неделю вот такие вот букеты шикарные. И как бы что уж там говорить, я девушка замужняя уже довольно давно, мне вот эти вот все удивления, как бы, я не против, конечно, но объективно как бы меня также радует какой-то там небольшой цветочек из свежих цветов, потому что я люблю стресс. Кстати, про цветы. Я хочу еще купить большой горшок высокий и какой-то цветочек такой зелененький, тоже вот сюда около телевизора поставить. Посмотрю что-нибудь. Хотелось бы что-то такое, ну, типа как пальмочки такой, да, но не знаю, насколько сложно ухаживать, потому что мне кажется, что мы с ними не подружимся. Но что-нибудь такое поискать именно на высоком горшке, чтобы Бонни не достала, потому что я думаю, что цветочки ее точно будут интересовать, а вот это вот все точно не нужно. Так что да, посмотрю какой-то цветочек. Я думаю, что что-нибудь придумаю, потому что на Wildberries тоже видела кучу горшков, и можно что-нибудь найти такое интересное. Мне бы хотелось, знаете, чтобы
Вот, кстати, может, вы что-то посоветуете? Такое максимально неприхотливое, симпатичное, зелененькое. Ну, не знаю насчет пушистое, ну, объемное. Какой-то такой цветочек. Ну, в горшке я имею в виду, конечно. И у нас, например, в этой квартире очень высокая влажность, тепло. Поэтому, мне кажется, среда неплохая. А что-нибудь надо поискать. Вот. Ну и, конечно, про собственное жилье. Я вижу, что иногда бывают какие-то комментарии. Я, мне кажется, как-то отвечала уже, но свежий взгляд на этот вопрос. Мы с Сашей снимаем эту квартиру. Вот уже 2-й год пошел. Ну, то есть ровно год мы здесь живем. В октябре в прошлом году мы переехали. А в Минске я живу, получается, 2 года. Вот тоже пошел 3 в августе. Однозначно Минск — это наш дом. В Беларуси я, в принципе, никакой другой город для себя не вижу. И переезжать там в другой город в Беларуси мы, конечно, не планируем. Ну, 100%. Я здесь себя чувствую очень хорошо. И моему мужу, и мне здесь как бы нравится, поэтому однозначно собственное жилье мы рассматриваем только в Минске на данный момент времени, по крайней мере. И не все на самом деле так просто. Также не просто, как и очень многие люди, которые снимают квартиры, это совершенно не значит, что они не могут там, позволить себе купить квартиру. На это тоже есть всегда очень много каких-то моментов, поэтому не думайте, что люди снимают квартиру только те, кто не может себе позволить. Это далеко не так. Но, опять же, если там рассматривать квартиру в Лиде, в город, в котором я родилась и жила всегда, и здесь, в Минске, то ценообразование, конечно, очень отличается. Например, квартира, которую мы рассматриваем для себя, для нашей жизни, для покупки здесь, она в Лиде стоила бы примерно там в 4 раза дешевле. То есть вы понимаете, да, какие суммы. Вот. Ну, как бы жилье в Минске, не для кого секрет, оно не дешевое, но и не очень дорогое, там, если сравнивать с какими-то странами Европы, конечно. Но как бы в Беларуси, естественно, оно самое дорогое в Минске. Ну и опять же, как бы здесь тоже у кого какой запрос. Опять же, для нас, конечно, мне очень хотелось бы жить в районе, который нравится мне, ну, в котором, например, я живу сейчас. Опять же, я не хочу это обсуждать, я не хочу называть район, и всегда прошу вас тоже, если вы знаете, где я живу, не называть, потому что это просто, знаете, такое... Не то чтобы очень личная, ну такая какая-то вот некая безопасность. Мне не очень комфортно, знаете, когда все знают, где я живу. Я думаю, что как и вам тоже. Вот поэтому это такие обычные базовые, мне кажется, желания не называть. Ну вот, я хотела бы, конечно, хороший район, хороший двор закрытый. Вот как сейчас, например, мы живем, мне очень все это нравится. И, конечно, это здорово, когда классный застройщик, когда классная вот эта система обслуживания, когда вот все хорошо, и вся инфраструктура, и тебе душой хорошо. Но, в общем, это тоже все очень важно. То есть, естественно, мы же не рассматриваем просто жилье, чтобы вот оно было. Потому что купить жилье только для того, чтобы вот было бы где жить, у нас такой задачи сейчас нет. Поэтому, конечно, у нас там какие-то свои запросы, и как бы это тоже все стоит не бюджетно. Вот, мы не против как бы ипотеки, но, конечно же, не хотелось бы, если выбирать, брать или не брать, но мне кажется, это каждый решает сам, и много за и против, и это такая тема, знаете, философский вопрос, как, не знаю, какая-нибудь там политика и вера, которую нельзя обсуждать. В кругу там близких, может быть, и можно. У каждого свое мнение, это абсолютно нормально. Так что да, мы относимся хорошо, но не хотелось бы, поэтому пока посмотрим. Естественно, мы думаем, смотрим, что-то рассматриваем, прицениваемся. И, конечно, в ближайших планах, у меня в голове точно в ближайшие 2 года, но если получится раньше, то было бы прекрасно. Вот. Но, опять же, вот квартира, в которой мы живем, она по планировке, как бы по, опять же, застройщику, району, местоположению, мне хорошо здесь. Для 2 людей эта квартира прекрасна. Как бы я не знаю, какая здесь площадь, но здесь довольно просторная как бы кухня, гостиная, тоже такая немаленькая, хорошая спальня, гардеробная, то есть ванная довольно большая. Для 2 супер, но для семьи, в которой есть ребенок, конечно, она уже не подходит. И, естественно, мы хотели бы рассматривать уже квартиру для покупки, в которой мы планируем расширяться в будущем, да, поэтому как бы тоже, естественно, цена такой квартиры, учитывая все наши условия, которые мы хотим, вот, потому что не хотелось бы, знаете, купить и там через год продавать, этим всем заниматься, нет.
Хотя квартира, которую мы снимаем сейчас, она, конечно, тоже не бюджетная, потому что я про съем говорю, да, потому что в Минске как бы тоже снимать. Есть как и очень достойные бюджетные варианты, так и просто в бесконечность, как, собственно, и везде. Например, в той же Лиде квартиры там на съем мы снимали там в 5 раз дешевле. Так что вот, все как у всех, все как везде. У нас нет такой задачи, что нам срочно нужно купить свое жилье, вот просто кровь с носа, потому что это можно пойти и сделать, и как бы это не проблема. Но у нас, конечно же, есть какие-то свои предпочтения, поэтому мы как бы не торопимся, но в ближайшее время, конечно, тоже хотелось бы закрыть этот вопрос. Ну что, как обычно, метафорическую карту на следующую неделю будем вытягивать с вами. Если вы на моем канале в первый раз, мы каждый влог в конце вытягиваем метафорическую карту, это маг-карты. Это такой инструмент, скажем так, психологов, работать с вашим подсознанием и так далее. То есть каждый для себя сам шифрует, расшифровывает эту карту. И еще также я пользуюсь руководством, чтобы дать какую-то подсказку, да, если вы не можете расшифровать для себя. Можно задать вопрос, можно использовать как карту на день или на неделю, какое-то предсказание. Так что решайте, что вы там спрашиваете или просто как подсказку принимаете. Две. Раз две, будет две. Так, какой стороной? Наверное, вот этой вы первые видите. Я пока не вижу, что там. Как ярко! Просто 2 света, девочки! Вы видели уже. 13, кстати, это карта номер 13, одно из моих самых любимых чисел. Боже, и смотрите, здесь сердечки. Вы видите? Я не буду... Я иногда говорю, что я вижу, но не хочу сбивать вас. Но исключительно всегда только положительное. Так, шифруем первую. 13. Вернее, читаем книжечку. Это карта «Звезда». В жизни каждого из нас есть моменты, когда тень неведомого кажется всепоглощающей, но даже самая глубокая тьма может стать лишь вестником предстоящего света. Это призыв довериться интуитивному пониманию того, что каждый случайный знак или совпадение может быть путеводной звездой на твоем пути самореализации. Карта напоминает о том, что жизнь полна скрытых подсказок и знаков, которые помогают нам найти свой путь к истине, прозрению, гармонии с собой и миром. Прекрасно! Как всегда. Как всегда, у нас по-другому не бывает. И следующая карта номер 38. Еще раз посмотрите на нее. И у нас она не очевидная. Эта карта открывает перед тобой уединенное место, где свет пробивается сквозь плотную листву, создавая впечатление скважины, манящей своими тайнами. Однако внимание привлекает не только магическое свечение, но и богатство жизни, которое процветает на переднем плане. Просто смести свой фокус — это напоминание о том, что порой самое ценное открытие прячется в тени очевидного. Эта карта говорит о мудрости, которую мы можем обрести, уделив время изучению того, что кажется знаковым. Пусть каждый день будет наполнен новым восприятием и глубоким оцениванием всего того, что мы обычно считаем обыденным. Мои прекрасные подсказки, прекрасное напутствие на следующую неделю. Пусть у каждого из вас обязательно произойдет что-то очень хорошее, светлое и доброе, потому что каждый из нас этого достойна. Так что ставим, пожалуйста, пальчик вверх этому видео. Я буду вам очень благодарна, это очень важно. Желаю вам всего самого-самого прекрасного и увидимся совсем скоро. Пока-пока.